Всех приветствую на мелом. Вы просили вернуть старый формат, а вот и он. Так, сегодня будет разбор всех пиленных, которые я СМР уже заснял на этой неделе. Это, внимание, мел Добрый, Лилия, Боровской, Феврюкова, Нафаня, Волоконовка и Васильполе. Начнем мы, пожалуй, с самого первого сорта, который был на СМРе. Это мелок Добрый. Здесь именно описание мела будет и мои личные, так сказать, описания. Поехали. Мелок Добрый вообще это прям как новинка в ассортименте, так новинка лично для меня. Потому что этот мел это тот же тюменский. Кто знает тюменский, он такой идет грубый, с долгой крупинкой. Но в сорте Добрый располагаются также те вкусовые ощущения, которых в тюменском просто нету. Допустим, тот же привкус побелки, как и звездки, да, он здесь раскрывается очень хорошо. При этом сорт будто бы в некоторых местах кажется жирноватый, хотя он сухой, и поэтому крупинка держится до конца. Как мы видим, очень маркий, да? Мне давно по оригинальности подобный сорт не попадался. Поэтому эта новинка для меня из 10 баллов все 10 набирает. Потому что в моментах ощущения жирности, хотя по сути вроде как сухой сорт. Очень доброкачественная, долгая крупинка, которая хорошо держится. Привкус побелки. В принципе, это основополагающий, да, сортов мела. Поэтому 100% рекомендую Добрый. Его разобрали как горячие пирожки, просто как за его описание, как эти люди, которые его уже пробовали. В общем, мелок Добрый пока что на первом месте, да, у меня стоит, потому что он, это прям новиночка. Очень он мне понравился. Откусывается он средне, ближе даже к легкому такому откусыванию. И вот за крупинку и за его вкусовые качества я его полюбил. Откладываем его в стороночку. Переходим к сорту, ну, пусть будет вот здесь вот рядом, который дальше идет. Это сорт, получается, Боровской. Этот сорт идет такой более легкий, тоже на Добрый я не могу сказать, что похож, потому что здесь вот этой жирности ее, конечно, уже, как бы я бы сказал, наверное, нету. Он идет белоснежный, так же, как и Добрый, очень напудренный. И откусывается тоже легко. Ну, давайте пробовать. Вот Боровской, у него такой некий привкус сорта Страймат присутствует. Но, возможно, это вкус такой распила. Потому что сам по себе сорт идет сухой. Привкус должен быть как бы такой побелочный. И классика, в общем, меловая, проще так, да, сказать. Но при всем при этом мы чувствуем интересные нотки,
который отводит нас будто бы к жирности. В общем, сорт Боровской тоже, ну, не могу сказать, что прям сильно оригинальный, ближе к Белой горе, чему-то такому, как и по распилу, допустим, в принципе, да. Так что пробую его дальше. Но так как я любитель как долгоиграющей крупинки, так и жирности, данный сорт мне не сильно понравился за счет своей сухости. Поэтому, ну, пятерочка из 10, потому что сорт действительно хороший, даже 7, может быть, баллов могу дать. Но сухой. Поэтому мне не очень сильно он понравился. Но для любителей Белой горы и подобных сухих сортов он зайдет только так. Поехали дальше. Так, может быть жирненький попробуем? Давайте вот. Волоконовка. Он был совсем недавно. Все вы знаете, что он мне прям полюбился. Так. Ох, сейчас будет вкусно. Вот, сказать честно, когда только я начинал заниматься продажами, и в принципе в ассортименте стало появляться очень много сортов, и вот волоконовку изначально я вообще хотел отнести к глиномелам, потому что она жирности выше средней. Поэтому когда ты ее кушаешь, имеется привкус немножко глиномела. Я уже в роликах говорил, насколько помню, в описании волоконовки кусковой. А вот именно в пиленном виде это чувствуется еще больше, потому что вкус распила, он здесь не присутствует, а вот этот вкус распила, когда то есть мел накаляется, да, при разрезе, он более сильно проявляет вот это вот глиномелство, как это, не знаю, назвать, да, потому что вот это вот ощущение глины вместе с мелом, здесь не могу сказать, что ты ощущаешь глину, но ты ощущаешь какую-то повышенную жирность. И за счет этого вкус вот этой вот какой-то побелки, в целом вот вкус жирности, я не знаю, как его правильно описать, будто вкус орешков, чего-то такого, он здесь прям многократно увеличивается. Поэтому, наверное, тоже 10 из 10. Могу дать даже 11 из 10. Откусывается он средне, нелегко. Крупинка держит продолжительное время, но она так хорошо уходит в жирность, в сливочность, вот это вот плавно. Блин, я бы его, честно говоря, весь доел. Но в последнее время, во-первых, я сейчас уже хорошо, да, съел. Но за счет того, что я в последнее время стараюсь кушать меньше мела, потому что, ну вот снимать ролики и выплевывать, как-то это не мое, если честно. Тем более я стремлюсь к тому, что кушать в целом мела меньше, и кушать его стараюсь только во время роликов. Поэтому ни в коем случае я его не выплевываю. Убираем мелок сюда. Ну давайте попробуем сухой, наверное, сорт. Севрюкова пусть будет. Постоянно путаюсь в названии, но это не так важно.
что ж, меловая классика. Похож на Боровской. Точнее, Боровской похож на этот сорт. Это та же самая Белая гора. Прям меловой классики, которая изначально как-то появилась и так далее. Их не так много сортов. Это вот этот, Белая гора, Чураева тоже такой один из меловой классики, но Чураева он немножко все-таки отходит от этих двух сортов, потому что, как Белая гора и Севрюкова, потому что в них более явно проявляется вкус побелки. Давайте пробовать. Нет, Боровской и рядышком не стоит с этим привкусом. Настолько проявление явное побелки. Но другое просто описание ты ему не даешь. Многие меня поражают своим вопросом, который, видимо, актуально будет всегда для новых пользователей, точнее подписчиков. А что я делаю с мелками вот после СМР, да? Там же их много остается. А на самом деле, то, что вы видите в ролике, иногда этого даже не хватает, чтобы заполнить мои некие запасы, которые у меня потом хранятся до полной, более глубокой просушки, когда я их просто оттуда беру. В итоге я могу заснять ролик, а мне своих запасов не хватает, я иду еще докладываю. Потому что вот здесь в каждой коробочке лежит по раз, два, так, с 5, по 11-12 мелков. Ну вот как-то так. Этот сорт легко откусывается. Средняя такая продолжительность у крупинки, которая переходит прям... Нет никакой, соответственно, сливочности, потому что это сухой сорт. Переходит просто в кашу, мощнейшую такую меловую, которая дает мощнейший вкус побелки. Как еще сказать, не знаю. Это прям меловая классика. Действительно, не просто так его называют так. Наемся сегодня вдоволь. Ведь еще целых 3 сорта. По этому сорту, в принципе, все сказал. Взяв этот сорт, вы явно не пожалеете. Иногда часто спрашивают. Это вот, да. Часто спрашивают у меня, какие бы я сорта посоветовал новичку. На самом деле, новичку я всегда советую брать пробники. То есть, если у вас есть возможность взять, допустим, по килограмму, возьмите по килограмму каждого сорта, который я, вот, например, сейчас вам назову. Но вообще желательно взять пробники. То есть, это по 100 грамм, допустим, возьмите сухих 3 сорта, жирных 3 сорта, глиномела 3 и, предположим, песочных 3. Можете взять и по одному, допустим, килограмму того же жирного, сухого, глиномела и песочного. Попробовав их, вы определитесь, в принципе, с консистенцией мела, какой вам больше понравится. Допустим, из сухих я бы вам посоветовал ту же Белую гору взять 1 килограмм. Из жирных Васильполе, это тоже классика из жирных сортов. Из глиномелов, наверное, Подвисло или Искушение. И из песочных сортов, ну, допустим, если мы возьмем старый Оскол Элит, он такой слегка песочный сорт. Курабье. Вот там без вариантов. Можно вот конкретно брать этот сорт, потому что он идеальная такая классика песочных сортов. Идем далее. Так, какой же сорт будет дальше? Этот оставлю немножко на потом. Здесь остались 2 жирных. Это Васильполье и Лилия. Лилия это вообще отдельная история, какой он классный. А мы приступаем к Нафане. Нафаня был
На фане был в предыдущем СМР, который у меня конкретно не задалось. Я налажал по полной. Я не понимаю, почему первые 20 секунд что-то слышно, все остальное время нет. Было, конечно, обидно. Думаю, ну, просто закину, что закину, да. Покажу вам какую-то маркость, какие-то оригинальные моменты из самого СМР. Ну и, соответственно, вначале вы целые 15 секунд где-то наблюдали хруст. Угу, ничего себе. Ну, в общем, поехали. Сорт на фане. Вот на фаню я могу также характеризовать, как боровской. Они имеют схожий вкус, они имеют схожую структуру, в принципе, мелка. И вот вкус, как я имею в виду охарактеризовать, то есть это тот же привкус некого страймата, некого сорта, еще один какой-то сорт был, который похож на страймат тоже, майский, насколько помню. И вот привкус именно такой. Возможно, как уже и говорил, этот привкус дает распил. Но опять же, в остальных сортах нету этого, ну, вкуса такого распила, да. Поэтому не знаю, что тут сказать. Вкус, он вроде бы побелочный, а вроде бы какой-то такой оригинальный и непонятненький для меня. Тут могу сказать так. Если бы, допустим, я не пробовал ни на фане, ни боровской, то, зная сейчас, какие они на вкус, я бы взял только какой-то один из них. Но они практически не отличаются. Крупиночка, может быть, у нафани держится чуть дольше. Откуда такое название, я, честно говоря, понятия не имею. Скорее всего, просто от поставщика, да, такое название. Ну, вот захотелось так. Сколько я дал бы этому сорту? Ну, я бы дал на единицу, на 2 побольше бы, чем боровскому. То есть боровскому даю 7, здесь, ну, 8-9 пусть будет. И до максималки не дотягивают сухие сорта, лично по моему мнению, потому что я люблю жирные. Поэтому он отправляется сюда. И здесь мои одни из самых любимых сортов. Это Балаконовка уже была, а теперь это Васильполия и Лилия. Жирные сорта. Самые яркие представители жирных сортов. Поехали, начнем с Васильполия. Так. Сейчас будет вкусно. Во-первых, не раз говорил, что, по моему мнению, Балаконовка и Васильполия идентичные сорта. Полностью идентичные. Как и сейчас в этом убеждаюсь. Микро какие-то различия, может быть, имеются, но для человека, который первый раз пробует сорта какие-либо, это будет непонятно. Опять же, мега сливочность, повышенная жирность. Со временем я стал понимать, вот кто пишет, я вот, допустим, не чувствую орешков там, да, возможно, вы еще не поняли их проявления и само обозначение этих орешков. Вот здесь за счет повышенной сливочности и жирности именно чувствуется вот этот привкус орешков.
Потому что когда вот вы, допустим, берете тот же грецкий, допустим, орех, начинаете его кушать, и вот какой он по консистенции, допустим, да, и какой он идет именно с привкусом каким, вот он здесь такое присутствует из-за повышенной именно жирности. Вот так. Откусывается средняя, что Волоконовка, что Васильполье. Плюс ко всему оба эти сорта имеют такой молочный цвет топленого молока, так назовем, да, потому что жирные сорта. Я сейчас просто офигел, я снимал для вас ролик в районе 25 минут и просто подхожу к телефону, когда все заснял, и там черный экран, думаю, охренеть, что случилось? Смотрю, память закончилась. Но, слава богу, я вам не записал всего лишь один сорт, и это был сорт Лилия. Самое еще, что странно и не совсем приятненько было, это тот факт, что Лилию я скушал больше остальных сортов. Не помню, сказал вам или нет, но я скушал по одному брусочку, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, около 230 грамм, потому что здесь было два брусочка. В общем, поехали. Про предыдущий сорт, насколько помню, все рассказал. Если нет, то простите, если чуть-чуть там что-то не договорил. Поэтому я перемещаюсь к сорту Лилия еще раз. Скушал, конечно, много, но ничего страшного. Благодаря тому, что я уже его вам описал, хотя вы этого не видели, описать будет сейчас легче. Откусывается средний. По откусыванию характеристикам схож с Васильполе и Волоконовкой. Он довольно напудренный. Жирность похожа и вкус орешков тоже похож. Что бы еще хотелось добавить? Чем по мне так отличается он от предыдущих двух жирных сортов, это немножко долгоиграющей крупинкой. То есть она чуть подольше все-таки здесь держится. Но когда его кушаешь, как Васильполе и Волоконовку, так и именно в особенности Лилия, знаете, на что похоже? Будто ты взял очищенные семечки, прям горстку закинул, начинаешь их жевать, и вот так же, когда уже разжевал кусочек, вот такая же масса, консистенция вот это получается. Вот она вот настолько же жирная и сливочная, не знаю, но сорт Лилия, там мне сам привкус понравился чуть больше у мелков Васильполе и Волоконовка. Поэтому я не могу дать 10 баллов из 10 данному сорту, но 9,5 вообще без проблем. Ладно, еще чуть скушаю. Ну уж очень мне он понравился. Лилия. Теперь мой любимчик. Поэтому, смотрите, ребят, вы просили снять ролик из формата старого описания. Я взял этот формат, вот он.
И надеюсь, он вам понравится. Если это так, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, потому что иначе вы будете пропускать много роликов, а 50% аудитории и просмотров приходят не от подписчиков. Соответственно, очень много людей не подписано. Подписывайтесь на канал. По ссылочке в описании вы сможете заказать все эти сорта. Вы сможете посмотреть много новых сортов. Около 150, если не более, сортов в ассортименте. Отправка полностью во все уголки мира. Главное, чтобы вы готовы были оплатить доставку в какой-нибудь самый дальний уголок этого мира, да, потому что она, скорее всего, будет не дешевой, а в такие места доставка только Почта России. На днях начнется хорошая акция, и, в принципе, розыгрыш будет проходить в меловой группе, которая называется, в принципе, меловой. И насчет роликов. Когда вы просите меня, допустим, заснять ASMR формат, потому что его давно не было, я снимал все подряд описание, 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 да. Я пока что этого не делаю, да, потому что я вижу, что, допустим, описания набирают хорошие просмотры. С временем, допустим, через неделю, через две, после того, как вы начали писать то, что вам нужен ASMR формат, описания начинают падать в просмотрах. Я такой, вот теперь пора. И я начинаю снимать ASMR. Когда очень много ASMR, вы начинаете просить описание, я начинаю снимать это самое описание только после того, как просмотры на ASMR падают. Поэтому, ну, как-то так это работает. Подобного формата действительно не было давно. И если он вам зашел, как и сказал, пишите об этом в комментариях, лайкайте. И я посмотрю, если он вам действительно залетает, такой формат, я буду снимать на постоянной основе. Ну, а с вами был Меловой, мы не прощаемся, мы очень скоро увидимся. В общем, ребят, это была вкуснотища. Всем пока.